Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака зодиака. Хотя, конечно, будем реалистами. Любой второй прогноз общий не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же какой-то пазл либо для вас сложится, либо события сумеете просчитать на пару шагов вперед. И первую карту, которую мы достанем, будет называться «Что завершится за период последних дней уходящего года». Итак, что завершится? А что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чем запомнится вам этот заключительный период уходящего года? И мы достанем три карты, три важных события последних дней декабря, как видят карты. Итак, ну где ж тут завершится? Маг, карта, старший аркан. Перед вами открываются огромные возможности, мои дорогие, совершенно в других энергиях, нежели, может быть, были до того момента. Конечно, эта карта может отчасти говорить, что если вы прежде сталкивались с людьми, которые пытались вами манипулировать, то теперь, мои дорогие девы, вы сами будете великим манипулятором. Это совершенно в других энергиях, когда подвластны все стихии, уверенность в собственных силах. Да, увы, нам не говорит эта карта о какой-то искрометной любви, больше холодной энергии. Но самое главное, я могу осуществить все. Ваша уверенность в самом себе, в самой себе. И то, что мне удастся осуществить, реализовать какой-то проект, совершенно даже сумасшедший. Или выйти из какой-то патовой ситуации. Что ни возьми, магу подвластно все. И это старший аркан. Вас словно небесные силы наделяют такими способностями, когда все стихии в ваших руках. От вашего правильного взаимодействия, взаимодействия между людьми, может быть, это тоже будет важно. Но больше, повторюсь, энергия не включения, как в какие-то, ну, например, конфликты. Правда, маг, он всегда извернется, выйдет из любой какой-то скользкой ситуации или дистанцируется от непонятных людей. Вот вы можете прочувствовать эту энергетику с конца 2023 года, с последних дней декабря, что в моей жизни что-то изменилось, или я сама теперь словно другая. Вот это будет ощущаться, это точно, вы это прочувствуете. Или вы можете, знаете, если до этого кто-то из вас не придавал значения интуиции, а здесь вы вдруг в себе обнаружите большие возможности, что происходят те события, когда вы где-то уже могли предполагать, что ход развития вот именно таким и будет. И это вам придаст вторично уверенности, что я на правильном пути. Или я все делаю правильно. Вот, скорее всего. Потому что маг, самое главное, не сомневаться. Не сомневаться в себе и не сомневаться даже в том, что иррациональное или непознанное она в нашей жизни тоже может быть. Все зависит от вашего желания. Что нового войдет в вашу жизнь? По королеве кубков есть элемент, когда мы не торопимся ожидания. Могут быть какие-то новости, которые касаются вашей личной жизни. Отчасти королева кубков раньше изображалась как королева-русалка. И это тоже где-то великий манипулятор, потому что королева-русалка по преданию заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища, удивительную какую-то волшебную любовь. Ей верили, за ней шли и там и оставались. Может быть, вам придется где-то манипулировать, какую-то ситуацию не педалировать, а подождать, пусть она разовьется сама, или пусть конкретный человек выговорится, а дальше я уже разберусь, как к этому делу, предложению, словам относиться. С другой стороны, если мы говорим, что нового войдет изменение вашей личной жизни,
какая-то ваша, может быть, личная история проиграется. Иногда это может быть просто сообщение от ваших родственников или от вашего партнера, может быть, по браку. Или вам захочется перевести ваши отношения, уже сложившиеся, может быть, в какой-то другой статус. Такое тоже может проиграться. В зависимости от того, что это будет и на каком этапе личной жизни находятся ваши взаимоотношения с партнером, вы и будете действовать. Здесь нет по этим двум картам определения однозначного. Но давайте мы посмотрим неожиданности. Новые возможности. Нет как таковых неожиданностей, разве что какой-то мой проект, которому уделяю много внимания, когда это мне приносит как и удовлетворение от проделанной работы, когда я четко могу просчитать финансовый прогресс. Сама по себе карта прогресса марафонского забега лет на 10-20, как по Плутону. И у нас все под контролем. И тоже, если здесь мы сказали ожидание, неспешность, и рыцарь Пентаклей едет медленно, он никуда не торопится. Почему? А ему надо подмечать, вот как тому магу, все, что происходит вокруг. Как будто нет мелочей. Каждая мелочь сегодня, которая кажется, в последующем может чем-то крупным проиграться. Поэтому внимание к деталям, к мелочам. И это не неожиданности. Может быть, благодаря вот такой неуязвимой позиции вас невозможно застать врасплох. Да тем более с картой мага. Чем запомнится вам этот период? Последние дни декабря. Четверка мечей. Есть значение, когда мы приводим мысли в порядок. С другой стороны, мои дорогие, ну, где-то, видимо, отдых, да, или пауза. Вот здесь ожидание, это четверка мечей тоже где-то про возможное ожидание. Но есть еще и такое значение по четверке мечей, когда... Если, правда, ваша занятость превысила все возможные пределы и уже хроническая усталость накопилась, то иммунитет, помните, падает. И вот период декабря эпидемиологически не самый благоприятный период, мы более восприимчивы к инфекциям, к вирусам, и поэтому недомогание может буквально уложить в постель. Поэтому берегите себя, вы не должны собой рисковать. Но вообще по четверке мечей больше это, мы говорим, чем запомнится. Сама по себе пауза, неспешность. И королева-то кубков нам тоже говорит о каком-то ожидании. Или, может быть, когда у нас все идет по плану, и вот этот период конца декабря у вас будет как запланированный период отдыха, паузы какой-то. Может быть, по вашим делам сейчас нет смысла что-то педалировать, вы сами это чувствуете. Еще как будто не время. Давайте мы посмотрим 3 события. Что это может быть? Вам тут, правда, надо мысли привести отчасти в порядок и дважды по карте мага с чем-то определиться. Для мага не должно быть иллюзорности. Помимо рационализма какого-то, и хоть он и допускает, что даже непознанное вполне вероятно может быть реальностью, но, видимо, правильно оценить, расставить приоритеты для вас будет важно. Может быть, не включиться в те вопросы, задачи, которые... но не имеют прогресса, правильно оценить обстановку, не поддаться каким-то иллюзиям, может быть, и вот внимание это к деталям. Но 7, всегда мы говорим, любая семерка это своего рода пауза, опять же пауза, ожидание, пауза и тоже элемент перезагрузки для того, чтобы правильно с чем-то как разобраться или понять, каков мой статус на теперешний момент, каковы мои возможности и чем мне следует конкретно заниматься, чему отдавать предпочтение. У кого-то это может касаться, вообще это хорошее настроение будет, это точно, мои дорогие, потому что по семерке кубков приходит вдохновение, да, когда, ну вот, знаете, мы переполняемся эмоциями и больше воодушевления. Но если перевести на какую-то конкретику, значит, вот то, что вы можете просчитать на длительный период времени, если мы говорим дела, работа, бизнес, или еще какое-либо тема, дело, которое вы планируете, вот здесь не должно быть иллюзорности. Как будто не нужно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Вот, видимо, это тоже элемент, то, что будет для вас важно. Давайте мы посмотрим второе событие, колесо фортуны. Знаете как?
Тут, может быть, нам говорят о паузе, и ты не торопись, как будто. Сама Вселенная, пространство для вас будет готовить, ну, своего рода сюрпризы. И это больше со знаком плюс в этой карте проигрывается, хотя, может, так могут сложиться обстоятельства, когда вы не сможете переложить что-то на потом. Вам придется куда-то поехать, отправиться или провзаимодействовать с людьми, решая те или иные вопросы. И здесь, знаете, куй железо пока горячо. Когда выпадает колесо фортуны, отложить, если на завтра, или сказать «я подумаю», а завтра как будто нам этого не предложат. Вот, видимо, этот момент для вас тоже будет актуален. Уметь держать руку на пульсе и вовремя включиться в те дела, которые как будто извне к вам приходят в виде предложений, в виде каких-то новостей. Когда действительно потребуются какие-то ваши принятые решения или действия. По колесу фортуны это как пространство для вас может открыть последующие перспективы. Поэтому, может быть, нам и говорят, ты не должен быть занят, как будто в это время, когда к тебе приходят возможности, иначе ты из-за усталости или из-за того, что подумал, что это незначительное что-то, или не подумал, это мелочи. Вот мы сказали, что мелочей нет. То, что сегодня выглядит пустяк, завтра может означать, что что-то очень перспективно важное. И как раз по колесу фортуны Его Величество случай вам словно может помогать. Давайте мы посмотрим. Третье событие важное. Самое главное событие, мои дорогие девы, быть счастливым. И причем во все века и времена. Посмотрите, во-первых, у нас в центре карты большой кубок прекрасный. И амброзия, которая через край как будто переливается. Есть у нас око всевидящее, которое контролирует все. И есть у нас все фазы Луны. Вот как будто контролирует ситуацию при любом раскладе, вот как этот маг. Как будто вот эти фазы или какие-то внешние события, вы не зависите от них. Когда вы действительно прочувствовать можете свою интуицию как-то по-особенному. Для кого-то, безусловно, предложение в личной жизни. Сама по себе карта как и счастья, радости, так и предложений. Предложений может быть руки и сердца. Вот для кого будет актуальна королева кубков, и мы говорили, какая-то прежняя история в зависимости от того, на каком этапе она находится. Здесь что-то как признание, не просто признание в любви, а давай, может быть, оформим наши отношения или проживать будем вместе. Вот такое для кого-то тоже может проиграться. Помимо всего прочего, у нас еще рыбы золотые, посмотрите, как будто плещутся. И рыба – это один из символов благополучия, денежного достатка, когда мы довольны жизнью, когда у нас многое получается. И поэтому вот это туз кубков, изображенный в этой карте, когда и все под контролем, и когда радость входит на наш порог. Для вас что-то удивительно хорошее, правда, тут колесо фортуны, что-то не проморгать, не пропустить. Может быть, правильно расставить где-то приоритеты и придется. А может быть, вот этот маг, хоть и холодная энергия, для вас научиться переключаться как будто между вот теми решениями, которые будут более хладнокровно рациональные, и вот теми эмоциями, которые совершенно необходимы для того, чтобы прочувствовать себя по-настоящему счастливым или чем-то вдохновиться. Вдохновение большое значение для мага тоже имеет, потому что все начинается с нашей ментальности, с наших мыслей, которые в последующем мы реализуем в практику. Создаем вот эту самую сказку или реализуем свои намерения и цели. И как будто пространство вам, мои дорогие девы, в этом помогает. Перекладывайте на себя вот такой удивительный период для вас конца декабря. И будьте счастливы и любимы всегда.